последние годы все больше людей интересуются методами альтернативной медицины и природными способами улучшения здоровья. Одним из таких методов стало капание масла в пупок. Пупочный канатик, также известный как пупочная веревочка или просто пуповина, это структура, соединяющая плод и плаценту у беременных млекопитающих, включая человека. Она играет ключевую роль в обеспечении питательными веществами и кислородом развивающегося плода. Пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. Спасибо всем, кто поддерживает и подписывается на канал. В будущем буду радовать полезными материалами. Масло в пупке улучшает пищеварение. Масло при втирании в пупок могут эффективно усваиваться нашим организмом и способствовать избавлению от боли, улучшению пищеварения и расслаблению. Эту технологию называют метод печёти. Миф родился в аюрведической медицине. Индийские лекари считают, что пупок — это не просто след от пуповины, которая связывала тело матери и ребенка внутри утробы, но и вместилище железы печёти. Она связана с организмом тысячами вен и миллионами нервных окончаний, поэтому пупок — самый эффективный метод доставки натуральных препаратов. Все звучит очень логично, если бы не одно, но что говорит наука — печёти не существует. Это довольно распространенное поверье, однако научных доказательств его эффективности нет. Масло в пупке не имеет доказанных медицинских свойств для улучшения пищеварения. Пищеварительная система человека в основном зависит от процессов, происходящих в желудке, кишечнике и других органах. Использование масла в пупке может скорее создать неудобства или даже инфекционные проблемы, так как пупок является местом скопления бактерий. Для поддержания здоровья пищеварительной системы рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты, употреблять достаточное количество воды, физически активироваться и при необходимости обращаться к врачу или диетологу для консультации и советов по улучшению пищеварения. Зачем капать масло в пупок? Капание масла в пупок — это традиционная практика, которая в некоторых культурах считается частью ухода за новорожденным. Эта практика может иметь различные интерпретации и применения. Традиционные уходовые практики в некоторых культурах верят, что капание масла в пупок помогает увлажнить кожу новорожденного и предотвратить ее шелушение. Это особенно актуально в первые дни после рождения, когда кожа младенца может быть более сухой. Тепловые процедуры. Масло может помогать сохранять тепло в области пупка. Это может быть особенно важно для новорожденных, так как они могут быть более подвержены потере тепла. Ритуальные или культурные практики. В некоторых культурах капание масла в пупок может иметь символическое значение, связанное с благополучием, заботой о ребенке или какими-то религиозными обрядами. Важно отметить, что эта практика может быть осуществлена только после того, как пупочная рана зажила полностью и нет риска инфекции. Перед использованием масла или других средств лучше всего консультироваться с педиатром или врачом для уверенности в их безопасности для ребенка. В народной медицине существует множество традиций и методов, однако стоит помнить, что большинство из них не имеют научного обоснования, и следует проконсультироваться с врачом перед использованием. Капание масел в пупок также является одним из таких методов, часто используемых в народной медицине для различных целей. Например, оливковое масло может использоваться для увлажнения кожи в области пупка, особенно у новорожденных. Это может помочь предотвратить сухость и шелушение кожи. Однако, если у ребенка есть какие-либо проблемы с кожей или другие здоровотворные состояния, лучше всего сначала посоветоваться с педиатром. Также существуют рецепты, включающие капание различных масел в пупок для улучшения общего здоровья. Например, в некоторых традициях используется масло чайного дерева или ромашки для предполагаемого успокоения и предотвращения воспалений. Однако эти методы не имеют достаточных научных исследований для поддержки их эффективности. Прежде чем применять какие-либо методы народной медицины, важно учесть индивидуальные особенности и консультироваться с профессиональным врачом. Пупок является остатком после отсоединения пуповины,
которая соединяет плод с матерью в процессе развития в утробе. После рождения пуповина обрывается, и остается небольшой выступ на животе, который мы называем пупком. С точки зрения анатомии, пупок сам по себе не выполняет какую-либо особенную функцию у взрослого человека. Он является скорее следствием процесса развития. Однако пупок обычно не является лишним, так как через него проходят сосуды и нервы, соединяющие органы брюшной полости. Также через пупок могут быть проведены некоторые хирургические процедуры, такие как лапароскопия. Таким образом, можно сказать, что хотя пупок не является неотъемлемым органом для выживания взрослого человека, он все же связан с некоторыми аспектами анатомии и медицинскими процедурами. Капать масло в пупок не рекомендуется. Пупок является остатком пупочной веревки, которая соединяла плод с матерью во время беременности. Пупок обычно заживает и становится твердым, закрывая доступ к внутренним тканям. Капание масла или других веществ в пупок может привести к раздражению кожи, а в некоторых случаях, возможно, даже вызвать инфекцию. Если у вас есть какие-либо проблемы с кожей или волнения относительно вашего здоровья, рекомендуется обратиться к врачу.